мы начинаем сезон малой трибуны ученого, который проводится в конференц-зале. И по опыту прошлого года мы поняли, что иногда не хватает времени, чтобы наобщаться, послушать, задать вопросы. И в этом году Анатолий Владимирович, который открывает наш цикл, любезно согласился прочитать свой цикл. То есть вы с ним будете общаться 3 лекции подряд. Цикл называется «Разноцветное небо». Понимаете, да, как это все будет интересно? Вот. И сегодня первая лекция, о которой Анатолий Владимирович прекрасно все расскажет, я даже не буду ничего комментировать. Ну, во-первых, здравствуйте. Меня зовут Анатолий Владимирович, я тут не первый раз выступаю, и каждый раз с большим удовольствием. И мне хотелось бы просто поделиться с вами, прежде всего, так сказать, красотами окружающего мира, рассказать, что окружает нас, если наблюдать в невидимых областях спектра, и как астрофизики исследуют мир в этих невидимых лучах. Но начну я с того, что наш глаз воспринимает множество оттенков цветов, тысячи оттенков. Когда вы смотрите в телескоп на какие-либо астрономические объекты, то буйство цветов нигде не найдете. Все кажется блеклым, серым. А вот на красивых фотографиях, полученных, скажем, там, космических телескопов, наоборот, все получается раскрашено как будто бы фломастерами. Вот это, конечно, искусственные, так сказать, цвета, но мне важно другое, что наш глаз чувствителен к довольно, так сказать, широкому диапазону спектра. Длины волн, как известно, меряются в нанометрах, значит, где-то от 400 до 800 нанометров. Это та область, в которой чувствителен глаз. Таким уж эволюция создала наш глаз. И это неудивительно, что именно к этим лучам у нас большая чувствительность, поскольку наш глаз приспособлен к излучению Солнца. Именно Солнце в этой области спектра излучает существенную долю своей энергии. Вот, и именно эта часть энергии, так сказать, благополучно достигает поверхности Земли, не задерживаясь особенно в атмосфере. То есть это чувствительность к той части спектра Солнца, которую пропускает земная атмосфера. Так вот, вся астрономия, начиная от античности и кончая, так сказать, современной, она в значительной степени связана именно с наблюдениями электромагнитных волн в тех же областях спектра, к которым чувствителен глаз. И только в последние 100 лет, скажем, даже, я бы сказал осторожнее, с середины 20 века появилась возможность увидеть Вселенную в невидимых лучах. Наш глаз чувствителен к всем переливам от синего до красного, и призма или дифракционная решетка позволяет увидеть все цветовые оттенки, но за красным светом находится тот инфракрасный свет, о котором сегодня пойдет речь. А на следующих наших встречах, если они состоятся, я расскажу, так сказать, о более далеких от оптической области спектра диапазонах. Но начну я, пожалуй, с человека, который эти инфракрасные лучи открыл. Ведь до XIX века никому и в голову не приходило, что мир заполнен лучами, которые оставляют глаз слепым. То есть глаз их не видит. Вообще, этот человек исключительный. Всего существует несколько таких ярких ученых за всю историю, которые так сильно продвинули бы науку, как Уильям Гершель. Это английский астроном. Что он открыл? Я просто перечислю. Даже вот интересно, насколько Нобелевских премий потянуло бы его открытие. Вот самое важное открытие. Он открыл планету Уран, и ее спутники. До сих пор, до этого было известно только, так сказать, Нептун как последняя планета. Он показал, что Солнце движется относительно звезд, и нашел направление этого движения в созвездии Близнецов. Он доказал физическую связь между звездами, которые мы воспринимаем как рядом находящимися, то есть физическую связь между парами звезд.
Он увидел, он измерил и доказал, что они обращаются друг вокруг друга. Он открыл планетарные туманности. Они раньше не были известны. Вот эти вот колечки, которые сбрасывают стареющие звезды. Он первым сформулировал идею о том, что звезды продолжают рождаться в наше время. Первый. Он обосновал предположение о том, что Млечный Путь – это звездный остров, каких много в природе. И, наконец, последнее, для нас самое интересное в данном аспекте – это открыл невидимый глазом инфракрасное излучение Солнца. Вот на этой картинке показано, как, в принципе, это происходило. Вот, говоря современным языком, он хотел посмотреть, как меняется спектр Солнца в зависимости от длины волны. И для этого он использовал зачерненные термометры. То есть обычные медицинские термометры. Шарики он зачернял тушью, чтобы они поглощали всю падающую на них радиацию. И эти термометры, так сказать, ставил в разные места спектра, чтобы посмотреть, где, какой цвет переносит больше энергию, какой цвет нагревает термометр до более высокой температуры. И совершенно неожиданно для себя он обнаружил, что самую высокую температуру показал градусник, который он совершенно случайно оставил за пределами видимого спектра, за пределами красного цвета. И тут он понял, что он нашел излучение, которое заставляет нагреваться термометр, но абсолютно не видно глазом. Он начал проводить эксперименты, показал, что оно тоже отражается от поверхности, преломляется. То есть он показал, что видимый спектр нужно расширять дальше. И вот фактически с этих пор можно говорить о том, что открыто инфракрасное излучение, причем астрономического объекта, Солнца. Но Солнце – это самый яркий объект на небе, в каком диапазоне бы его ни смотреть. И понятно, что еще очень много времени должно было пройти, чтобы придумали такие приемники излучения, которые реагировали бы на инфракрасное излучение не только Солнца, но и звезд, планет и других космических объектов. А Солнце остается самым ярким инфракрасным источником. Оно и сейчас, инфракрасные наблюдения Солнца используются. Вот, скажем, так выглядит фотография Солнца в линии гелия. Это современный метод определения плотности тех слоев солнечной атмосферы, которые лежат выше видимой глазом поверхности Солнца. Видимой глазом поверхность называется фотосфера, но здесь же мы видим детали более высоко расположенные. Это современная фотография, так сказать, в инфракрасном диапазоне спектра. Интересно, что глаз не воспринимает инфракрасные лучи, но его инфракрасные лучи воспринимает наша кожа. И каждый может легко в этом убедиться. Если вы, например, нагретый утюг поставите рядом с собой, вы чувствуете кожей тепло. Можно подумать, что это потоки воздуха горячего поднимаются, но можете поднять утюг и, так сказать, под него, так сказать, вблизи утюга держать руку, вы все равно почувствуете тепло. Кожа воспринимает тепло. Тепло, которое переносится инфракрасными лучами. Но все это очень мощные источники, конечно. Так вот, сейчас известны колоссальное количество источников инфракрасного излучения на небе. Традиционно инфракрасный спектр разбивается на 3 диапазона: ближний, средний и далекий. Ближний – это, если мерить в микронах, а микрон – это 1 тысячная миллиметра, то длина волны ближнего 0,7-5 микрон, среднего от 5 до 20, и все то, что дальше, это далекий инфракрасный диапазон. От 1000 микрон это уже 1 миллиметр. Уже дальше идут волны, которые традиционно относят к радиоволнам. Ну, я не буду перечислять, какие объекты здесь в космосе светят в том или ином диапазоне. Потом мы еще к ним вернемся. Я хочу сказать, что ближний диапазон прямо примыкает к чувствительности глаза, к порогу чувствительности глаза. Поэтому он давно уже освоен. А вот средний и далекий, они находятся как бы в тени, потому что атмосфера для них практически непрозрачна.
и нужно, так сказать, либо высоко поднимать приемник излучения, телескопы, либо вообще уходить в космос. Ну, а что касается ближнего инфракрасного диапазона, то вот он освоен и технически, используется на производстве для разных целей, и также освоен любителями художественных фотографий. Я покажу вам несколько примеров. Ну, вот, например, совершенно неестественные цвета, но это цвета, которые связаны с излучением именно в ближнем инфракрасном диапазоне. Темное, более темное небо, другие совершенно переливы цветов. А вот хлорофилл, зелень, отражает инфракрасный свет великолепный, поэтому выглядит белым. Вот. Это снимок летний, в разгар лета. Такое ощущение, что мы находимся как бы зимой, но вот что-то такое для зимы это тоже как-то не совсем типично. Ну, в общем, таких фотографий очень много. Есть специальные люди, которые вот занимаются фотографиями в ближнем инфракрасном диапазоне. Ну, а в технике, в медицине с помощью излучения в инфракрасном диапазоне определяют, скажем, температуру. Ну, вот, например, инфракрасная фотография попугая. Здесь цветовая кодировка такая, что чем холоднее, тем голубее цвет. Красный – это более теплое, вот у попугая нос холодный, вот, крылья холодные, так сказать, вот, руки теплые. Или вот, например, мне нравится эта фотография замечательная. Сразу видно, что у кошки холодное. Конечно, нос. Вот, что у кошки самые теплые? Глаза и раковины ушей. Это, то есть в медицине можно определять таким образом дистанционно температуру. Важно, что дистанционно. То есть не надо сувать градусник в разные места. Вот. А вот качественный рывок, конечно, астрономический рывок был получен, когда стали исследовать вот таким же способом определять, мерить температуры планет. Планеты далеко находятся, десятки миллионов километров от нас. По инфракрасному излучению можно видеть, какая температура, в какой области планеты. Ну вот, я должен здесь упомянуть нашего ведущего ученого. Он, к сожалению, скончался не так давно. Это Василий Иванович Мороз, вот, основатель советской, а потом российской, можно сказать, школы инфракрасных наблюдений, планетных атмосфер. Многие его космические аппараты были оснащены приборами, созданными, так сказать, по его идеям или его, так сказать, учениками и последователями. Вот классический пример. Спросите у кого-нибудь, кто первый обнаружил, что на Марсе есть вода. Все сошлются на американцев. На самом деле это наблюдение Василия Ивановича Мороза в середине 60-х годов. Он нашел, так сказать, линии, присущие водяному льду в инфракрасном спектре Марса. Вот. А вот как выглядит уже современная, так сказать, фотография, так сказать, в инфракрасных лучах. Это уже получено космическим аппаратом Марс-Экспресс. Здесь вы видите, вот эта полосочка, она растянута, и показано ее изображение в инфракрасном свете. От 0 до минус 120 Цельсия. Видите, есть области вполне, так сказать, пригодные для температуры по жизни, около 0 градусов, и минус 120. А вот это пятно, которое вот здесь хорошо видно в центре, это южный полюс, это шапка марсианская. Лето на Южном полюсе, шапка имеет температуру более низкую, чем температура на ночной стороне планеты. Вот то, что, так сказать, в нижней части картинки. Вот. Или вот, например, Венера. Каждый знает, наверное, со школы, что Венера – это планета загадок. Она покрыта таким толстым слоем облаков, что среди них нет просветов, и поверхность Венеры нельзя увидеть. Но вот какая ситуация. В основном это поглощение связано с углекислым газом. Газом, который составляет основную массу атмосферы планеты. Но углекислый газ поглощает очень неравномерно. Там есть спектральные линии, спектральные полосы. И есть область, где углекислый газ практически не поглощает. Или поглощает очень мало. Это область вблизи 1 микрона, инфракрасная область. И в этой области атмосфера Венеры прозрачна, и можно, в принципе, видеть поверхность через все эти толстые слои облаков. Это даже не знают любители астрономии, я убедился, сам спрашивал.
Вот. Но если вы просто в этой области будете смотреть на Венеру, вот как она сейчас видна, только вот в области 1 микрон, вы, конечно, поверхность не увидите, потому что все яркий свет Солнца, который рассеивается облаками, он будет замывать эти детали поверхности. Чтобы увидеть поверхность, нужно погасить Солнце сначала. Но Солнце, в общем-то, можно обойтись и без этого. Достаточно просто посмотреть на ночную сторону планеты. Там Солнца нет. Там облака не ослепляют светом Солнца. Но спрашивается, а что тогда ночью мы увидим-то на поверхности, когда темно? А тут нужно вспомнить, что Венера планета горячая. Там температура средняя около 500 градусов Цельсия. То есть у нас породы, можно сказать, уже они светятся фактически. То есть и вот это свечение мы и увидим. И это научились наблюдать и из Земли, и из космоса. Вот я просто поискал в интернете, нашел фотографию на длине волны 1 микрон, где атмосфера прозрачна, и можем видеть поверхность, проникновение взгляда до самой поверхности. Вот. И вот, пожалуйста, это изображение, полученное американским космическим аппаратом Венера-Экспресс, спектрометр Виртис перед вами. Конечно, картина не очень четкая, потому что рассеяние есть. Это детали поверхности. Это детали поверхности, которые видны сквозь облака. Это поразительно. Конечно, из-за чего небольшая резкость, такая размытость? Конечно, атмосфера все равно рассеивает. Но здесь нужно иметь в виду вот, что вот возьмите кальку, например. Вот посмотрите сквозь кальку, вы на источник, вы не увидите никаких контуров. Сквозь кальку вы не увидите контуров предметов, потому что она рассеивает свет. Но положите кальку вплотную к тексту какому-нибудь, вы сможете сквозь кальку читать. Так вот, атмосфера – это своего рода рассеивающая калька. Она не до конца рассеивает свет. Ну, спрашивается, а что дают такие изображения? Да прежде всего, вот белые и светлые пятна – это фактически температурная карта получается. Потому что светлые – это значит это горы. Там с высотой температура падает, как и на Земле, и излучение слабое. А вот темные пятна – это более горячие. Это либо долины, либо, что вот было найдено, так сказать, командой, так сказать, вот, была работа такая, первый автор Базилевский, наш известный геохимик, нашли, так сказать, следы фактически действующих вулканов. Или, по крайней мере, области выхода тепловой энергии. Потому что они выделялись вот именно таким цветом, который говорит о том, что вроде бы это и не глубокая долина, а тем не менее и не вершина, а тем не менее яркое излучение. Вот внизу здесь есть шкала высот от -2 до +3 километров. Значит, самые высокие здесь белые области, самые низкие темные. А вот интересно, вот эта фотография, я думаю, что многие из вас ее не видели, это фотография Земли, полученная с Венеры. Ну, не с поверхности, конечно, а с космического аппарата, который летал. Это Венера-Экспресс. А тут вот для калибровки показан спектр нашей Земли. В инфракрасной области спектра. И прекрасно видны линии, принадлежащие разным элементам, которые очень хорошо известны, что они есть в нашей атмосфере. Это как бы дистанционное измерение химического состава земной атмосферы. Ну, также мы из Земли можем мерить другие планеты. Но если уходить дальше от Солнечной системы, то там мы встречаемся с одной сложностью. Дело в том, что само межзвездное пространство, оно довольно запылено. Пыли много. Ну, на близких расстояниях эта пыль не чувствуется, но когда речь идет об объектах, до которых там десятки, сотни или тысячи световых лет, или там десятки тысяч световых лет, то пыль может практически заблокировать все. Вот. И вот здесь инфракрасное наблюдение, конечно, дает неоценимую помощь. Вот. Причем пыль это концентрируется к плоскости галактики и к областям, где рождаются звезды. Ну, для примера я покажу вам, как это выглядит. Вот, скажем,
это изображение галактики, полученное крупными телескопами. Вот это Млечный Путь, а прямо в центре кадра область ядра нашей галактики. Вот эти темные пятна, это фактически непрозрачные участки межзвездной среды. Мы сейчас приближаемся к туманности, которая называется лагуна. И вы видите там многообразие вот этих пылевых прожилок. Это, конечно, не чистая пыль, это пыль, смешанная с газом. Но пыль мешает понять реальную форму, реальную протяженность, реальную яркость объектов. А вот эти вот маленькие пылевые вкрапления, они называются глобулами. Они сжимаются горячим газом, и в некоторых случаях глобулы могут рождать, в них могут рождаться звезды. Вот эта туманность с близкого расстояния. Так вот, в ближнем инфракрасном диапазоне уже пространство оказывается значительно более прозрачным. Вот та туманность, в которую мы только что въехали, внизу. И точно такой же по масштабу этот же участок неба снят в ближнем инфракрасном диапазоне. Вы не узнаете эту туманность. Там, конечно, мощные пылевые прожилки, так сказать, они остались непрозрачными, но, в общем-то, так сказать, прояснилось очень многое. Мы видим, так сказать, уже далекий, так сказать, газ, далекие звезды. Смотрите, сколько звезд здесь, их тут миллионы. Сравните количество звезд сверху и снизу. Вот. Потому что вот эти далекие звезды, которые видны на верхнем изображении, они просто, их свет не проникает сквозь туманность. Вот именно из-за того, что здесь есть пыль. Но, пожалуй, наиболее интересно, наиболее важные результаты в инфракрасном диапазоне, результаты, касающиеся самых различных направлений на небе, были получены в рамках проекта, реализованного в Соединенных Штатах Америки. Он называется проект ТУМАС. Вот. Первый 2М, это значит 2 микрона. То есть это инфракрасный диапазон, длина волны 2 микрона. Это уникальный телескоп Ричи-Кретьена системы, который позволил существенную долю неба непрерывно отснять в различных диапазонах ближнего инфракрасного света. Вот, например, как выглядит вот такая обобщенная, суммарная, так сказать, карта того, что было получено. Вот здесь, в этом овале, это вписано все небо. Это такая специальная геометрическая проекция, которая позволяет сферу спроектировать с какими-то искажениями, конечно, спроектировать на плоскость. Так что вот то, что на переднем плане идет полоса, это Млечный Путь. Причем от 0 до 360 градусов. То есть, если бы мы хотели как-то это сопоставить с тем, что есть на небе, мы должны как-то это согнуть и там сзади, за спиной, соединить один край с другим. Вот. Здесь видно фактически та галактика, в которой мы живем. Уже Млечный Путь воспринимается не как какая-то полоса рваная, а видно, что это действительно галактический диск. В центре находится балч и ядро галактики. Видна еще, так сказать, пылевая прожилка, которая не прошибается, так сказать, в этом диапазоне. Вот. Что еще интересно, справа и внизу от центра 2 маленьких пятнышка. Это Большое и Малое Магелланово облако. Это галактики, спутники нашего Млечного Пути. Фактически вот мы с Земли получили вид нашей звездной страны, нашей галактики. Мы находимся в плоскости этой галактики, поэтому мы воспринимаем галактический диск как полосу. Вот. А теперь, если исключить галактику и посмотреть на более слабые объекты, то большая часть этих объектов окажется либо звезды красные, либо галактики. Вот здесь каждая точка – это отдельная галактика. Здесь тоже обзор ТУМАС. И вот видно крупномасштабная такая структура распределения галактик в пространстве. Так и называется крупномасштабная структура Вселенной, которая была как раз исследована с помощью этого проекта. Здесь разные
цепочки, разные конденсации, они соответствуют скоплениям галактик. Вот здесь некоторые написаны. Скопление Девы сверху, скопление в волосах Вероники, скопление в созвездии там Норма, Большого Магелланового облака. То есть мы здесь видим в инфракрасном диапазоне колоссальный мир, который открывается перед нами. А это еще только ближний инфракрасный диапазон. Здесь эти объекты, в принципе, видны и в оптическом диапазоне, но только видны по-другому, видны, так сказать, ну, может быть, слабее из-за того, что есть поглощение, но это ближний инфракрасный диапазон. Вот, например, как выглядит центральная часть нашей галактики, где находится ядро. Обычный снимок слева и ближний инфракрасный диапазон. Пыль практически рассеялась, ну, кроме самых плотных участков. А нам это интересно, потому что в центре нашей галактики находится, так сказать, объект, абсолютно не похожий ни на что, ни на все остальное. Это сверхмассивная черная дыра. То есть объект, который создает вокруг себя гигантское гравитационное поле и вообще не излучает света. Его нельзя поймать излучение ни в каких диапазонах спектра, вообще ни в каких. Можно только о его присутствии судить по гравитационному полю. А как мы узнаем, какое там гравитационное поле? А звезды там есть недалеко. И звезды в сильном гравитационном поле должны бешено крутиться. Это и было найдено. Если обычно мы наблюдаем звезды, вот большая часть звезд, которые видны на небе, имеют относительно нас характерные скорости, ну, 20 километров в секунду, 30 километров в секунду, то вблизи черной дыры 500 километров в секунду, 600, 700. И вот увидеть эти звезды можно только в инфракрасном диапазоне, в ближнем инфракрасном диапазоне, потому что поглощение света мешает нам их видеть в обычном свете. И вот поэтому удалось восстановить характер их движения. Вот посмотрите. Это ускоренная съемка. Здесь охватывает несколько лет. Каждая точка – это звезда. Конечно, это не истинные размеры звезд. Это скорее отражает яркость. И вот посмотрите, там сверху дан масштаб. 10 световых дней. Дней? Что такое световые дни? Да это скорее масштабы Солнечной системы. И посмотрите, звезды вращаются с переменной скоростью вокруг пустого места. То есть есть невидимый объект, который заставляет миры крутиться вокруг него. Это сверхмассивная черная дыра. Вот она, ее масса была измерена вот таким именно путем. Ну, пожалуй, что самый большой в мире наземный телескоп для этого ближнего инфракрасного диапазона построили, так сказать, англичане. Называется UKIRT, значит, United Kingdom, это название Англии, инфракрасный телескоп, на вершине горы, высокой горы, на Гавайских островах. Вот. Этот телескоп, почему он поднят так высоко? Ну, чтобы атмосфера вносила, так сказать, минимум поглощения. Вот как он выглядит сам по себе, довольно большой телескоп. И вот, скажем, одну маленькую фотографию покажу, которая была получена в рамках проекта, выполнявшегося на этом телескопе. Это кусочек неба. И вот там вы видите квадратик, и он здесь увеличен. Это галактика, две галактики ярких в окружении того, что кажется звездами. Так здесь фактически, на самом деле, здесь нет ни одной звезды. Каждая вот эта маленькая точечка – это далекая галактика. В инфракрасном диапазоне. Теперь перейдем к более длинным волнам. Уже не ближний, а средний инфракрасный диапазон. Он уже, наблюдать здесь уже значительно сложнее. Здесь используются специальные высокочувствительные матрицы. Источники. Это теплые протопланетные диски вокруг звезд. Это пылевые оболочки формирующихся звезд. Это спектральные линии органических молекул. Очень интересно, органические молекулы. И, наконец, важно только, что наблюдение Земли здесь возможно только с высокогорных обсерваторий. А для получения полной картины неба в среднеинфракрасном диапазоне требуется, конечно, лучше всего аппарат вывести в космос. Но, тем не менее, на Земле есть один очень хороший большой телескоп, который давно используется для наблюдения в этом диапазоне.
Вот он. Этот телескоп работает на границе оптики и далекого инфракрасного излучения, то есть радио фактически. Называется он Джеймс Клерк Максвелл. Работает он уже с 1987 года, и диаметр объектива телескопа 15 метров. Расположен он также, так сказать, на большой высоте, на Гавайских островах, по той же самой причине. Совершенно безлюдное, лишенное растительности место, но оно оказалось вполне пригодным для того, чтобы улавливать слабые потоки инфракрасного излучения, которые иначе можно только из космоса поймать. Ну вот... покажу несколько фотографий, сделанных... Это, правда, космическая фотография, космический аппарат «Спицер». На длине волны 8 микрон. Это одна из близких к нам галактик. Ну, кто интересуется астрономией, тот знает. М-82. Сама галактика, звезды ее, они здесь дают вот только вот это синеватый такой диск, который виден. А в глаза бросается вот что-то похожее на пламя, которое вот по обе стороны так, распространяется. Это очень интересный объект. Дело в том, что в центре этой галактики происходит мощная вспышка звездообразования, и массивные звезды выплескивают такое большое количество энергии, что возбуждают межзвездную среду и выбрасывают ее, так сказать, вдоль от центра, ну, прежде всего по малой оси. По большой оси там сдерживается массами более холодного газа. Теперь, что это за среда? Что так излучает? Цвет, конечно, условный. Все цвета раскрашены компьютерно, понятно. Глаз не воспримет это как красный цвет, никак. Глаз вообще этого ничего не увидит. Оказывается, это излучение приходит от полиароматических углеводородов. Это органика. То есть органику с помощью инфракрасной спектроскопии можно видеть, наблюдать даже в далеких галактиках. Это, ну, кто знает химию, это бензольные кольца. Довольно устойчивое соединение к нагреву и к радиации. Есть некоторые предположения, что сами первые клетки на Земле, давшие начало жизни, пошли вот путем вот такой модификации и усложнения именно полиароматичных углеводородов. Ну, на Земле это очень хорошо известные вещества. К ним относятся, например, нафталин, поэтому они все очень плохо пахнут. Вот. Но самое, пожалуй, часто встречающийся полиароматичный углеводород – это выхлопные газы автомобилей. Это сжженная резина, это Майдан. То есть это все. То есть, и, кстати, очень канцерогенное вещество. Поэтому, так сказать, хорошо, что его много далеко от Земли. Но это не значит, что там межзвездная среда состоит из этих углеводородов. На самом деле это маленькая добавка к межзвездной среде. Но именно эта добавка выявляет себя в инфракрасном диапазоне, в некоторых длинных волнах, там 8 микрон, 16 микрон. И именно мы видим крошечную добавку к такой довольно сложно устроенной межзвездной среде этой галактики. Вот как выглядят эти бензольные кольца, вот как выглядит спектр. PH – это и есть сокращение полиароматик, полиароматичные углеводороды. Вот по этим линиям излучения их и ищут в далеких галактиках. То есть органика существует на всех расстояниях от нас. Теперь перейдем к самой сложнее для исследования, к самой малой изученной области спектра. Это далекий инфракрасный диапазон от 20 микрон до 1 миллиметра. Здесь приемники охлаждения сильно охлаждаемые полупроводниковые балометры. Это изобретение, так сказать, конца 20-го столетия. Ну вот, что здесь важно? Надо очень сильно охлаждать. Почему нужно охлаждать? Потому что инфракрасное излучение, оно рождается независимо от нашего желания у любого сколь-нибудь нагретого тела. Ну вот, например, если здесь эту аудиторию поместить в абсолютную темноту, закрыть все окна, двери, выключить свет, но сделать наши глаза чувствительными к далекому инфракрасному диапазону,
или поставить какой-нибудь экран, который бы воспринимал, так сказать, и воспроизводил картинку в далеком инфракрасном диапазоне, мы бы увидели, что светится все. Светятся лица, светятся стены. Спрашивается, ну и тогда и телескоп там должен светиться. Тогда должен светиться и приемники излучения. Тогда должен светиться и антенна, то есть телескоп тогда просто будет принимать и фиксировать свой собственный свет, вместо того, чтобы наблюдать далекие объекты. Чтобы свести к минимуму излучение, нужно все охлаждать лучше всего до температуры меньше 1 градуса по Кельвину, меньше 1 градуса от абсолютного нуля. Не всегда это получается, но, по крайней мере, балометры до таких температур именно и охлаждают. Там доли градуса с помощью жидкого гелия. Ну вот, вот действительно, иначе сам телескоп ослепнет просто. Ведь вот, как, например, страшно, особенно дети боятся, вот рисуют каких-то там в мультфильмах каких-нибудь монстров, и у них глаза светящиеся. Вот все, человек в ужасе. Почему-то это внушает ужас. А на самом деле это должны быть самые безобидные создания, потому что они слепые. Если у них глаза светятся, значит, они ничего не видят. Вот. Любой приемник излучения просто будет слепить свою себя. Поэтому таких монстров бояться не нужно. А вот почему светящиеся глаза внушают ужас человеку, я додумался. И вот мне кажется, что дело в том, что наши первобытные предки встречали большую опасность, конкурируя с дикими животными за право жить в пещерах. И когда из пещеры на них смотрели вот это кошачьи глаза, светящиеся, это внушало ужас. Как-то это по генетической линии, может, передалось это и нам. Действительно страшно, правда? Неприятно даже. Вот. Но на самом деле, чтобы телескоп сам себя не слепил, требуется охлаждение. Проблемы это довольно технически сложные. Значит, что необходимо? Сильное охлаждение всего телескопа. И необходимы громоздкие защитные экраны, чтобы солнечный свет не грел никак. И телескоп будет работать, пока не испаряется весь охлаждающий реагент, жидкий гелий. Поэтому инфракрасные телескопы имеют весьма ограниченный срок существования. Но они их запускают, и они открыли новую страницу в нашем понимании Вселенной. Я просто пробегу по некоторым самым крупным достижением такого технического и научного плана. Это первый большой космический телескоп с диаметром 57 сантиметров, это солидное зеркало, был запущен в 1983 году. Это телескоп Айрос, это американское, ну, там и международное, конечно, участие, но НАСА запускал. Он проработал 10 месяцев и работал на длинных волнах 12, 25, 60 и 100 микрон. На 12 еще традиционно относятся к среднему инфракрасному диапазону, остальные к дальнему. С ним он сделал массу разных открытий. Вот в частности обнаружил полевые диски вокруг некоторых ярких звезд, даже вокруг Веги, скажем. А вот как выглядит все небо, опять-таки в такой вот проекции от 0 до 360 градусов. Полоса, которая идет поперек по диаметру, это Млечный Путь, это диск нашей галактики. Более загадочно вот это вот зигзаг синий. Но надо помнить, что это же, так сказать, искаженная проекция. То, что кажется синим зигзагом, это просто большой круг, наклоненный к плоскости Млечного Пути. Эта плоскость называется эклиптикой. Вот то, что вы видите синеватое свечение, это зодиакальный свет. То есть гигантское количество пылинок, которые распределены в межпланетном пространстве, в плоскости планетных орбит, и они, поскольку они нагреваются солнечным светом, их очень трудно заметить в оптике, хотя зодиакальный свет известен, конечно, но в инфракрасном диапазоне он просто бросается в глаза. А дальше вы видите сложные петли, выбросы. Это уже структура межзвездной среды, где светится пыль. Межзвездная пыль, которая не поглощает, а излучает уже в этих диапазонах. Ну вот давайте посмотрим, что самые многочисленные источники какие далекого инфракрасного излучения. Их 3. Это облака холодной пыли в межзвездном пространстве.
пыль в других галактиках, которые тоже видна, и активные ядра галактик. Там же механизм излучения другой, но это уже, так сказать, другая тема, другая песня. Вот. Вот этот маленький кусочек неба, ну не то, что маленький, не скажу, несколько десятков градусов размеров в области Южного полюса. Вы здесь видите облака. Просто ясное небо, но это с орбиты, это не из Земли. И это облака, это не облака в атмосфере. Это облака в пространстве, далеко от нас, в межзвездном пространстве. Они абсолютно прозрачные. Мы эти облака не замечаем, и в обычные телескопы смотрим сквозь них, как сквозь суперпрозрачное стекло, они вообще не чувствуются. Но эти облака содержат небольшое количество пыли, которое светится в инфракрасном диапазоне. И мы видим вот эти вот облака. А вот там, видите, кусочек маленький, зеленоватый, просто это отрезанная часть. Там дальше соседняя галактика, Малое Магелланово облако. Там тоже есть пыль, вот, и она тоже излучает, еще с большей температурой. Зеленый цвет соответствует более высокой температуре. Но какая это температура? Мы как-то привыкли, что раз что-то светится, это значит, как гвоздь, который нагрели на газовой горелке. Там сотни градусов, или там металл, там 1000 градусов, плавильная печь, доменная печь. Все это металл светится. Светится очень ярко, если нагреть. Здесь же инфракрасный диапазон, а невидимый. Это в видимом диапазоне надо очень сильно нагревать, чтобы тело светилось. А в инфракрасном светится при любой температуре. Типичная температура пыли, которая вызывает такое свечение, около 30 кельвинов. То есть где-то минус, сколько там, 240 градусов по Цельсию. И уже светится. Поэтому вот эти облака, содержащие пыль, так по-разному выглядят в разных диапазонах спектра. Вы, наверное, узнали, многие для вас знакомы, эта деталь межзвездной среды. Это хорошо известная газопылевая туманность под названием Конская голова. Значит, почему здесь она черная? Потому что это молекулярный газ. Сам газ мы не видим. Вообще мы бы не увидели здесь ничего, если бы не было пыли. Но пыль всегда примешана к газу и выдает его присутствие. Из-за пыли газ не может быть спрятан в оптическом диапазоне. Но, правда, чтобы заметить эту пыль, нужен какой-то яркий фон. И увидите силуэт на более ярком фоне. Не было бы этого яркого фона, была бы такая чернота межзвездного пространства, вы бы это не увидели. Но это видимый свет. А вот, например, ближний инфракрасный диапазон, далекий инфракрасный диапазон. 60-100 микрон. Вот это абсолютно тот же участок. Вот и вот. Вот видите, что от Конской головы осталось. Вот такой заботочек. То есть она не то, что не поглощает, она сама излучает. Мы видим само излучение. Это 60-100 микрон. А если уйти на 800 микрон, то мы увидим те области более плотные, в которых образуются звезды. Вот карта, вот этот контур немножечко напоминает, это и есть та самая туманность. Вот, а вот эти яркие области, это области, где вот в настоящее время рождаются звезды. Эти звезды еще нигде не видны. Их свет еще не может пробиться сквозь пылевую толщу, но они нагревают окружающую пыль, а инфракрасный свет доходит до нас беспрепятственно. Поэтому таким образом можно видеть области рождения звезд. В оптике мы эти области не увидим. Природа от нас скрывает те области, где происходит этот процесс зарождения новых звезд. Все, сначала непрозрачная область, потом внутри там что-то рождается. В инфракрасном диапазоне мы можем подсматривать за этим процессом, так сказать, вплоть до того, чтобы увидеть уже протопланетные диски, которые рождаются у таких звезд. Другой космический аппарат, оставивший яркий след в астрономии, это космическая обсерватория Кобе, тоже, так сказать, запущенная в Соединенных Штатах Америки. Она проработала с 89 по 93 год, но, видите, уже длина волны здесь дошла до 240 микрон. Это далекий инфракрасный диапазон. Наконец, дальше, так сказать, была запущена опять такими американцами космический телескоп Спитцер.
Он проработал удивительно долго, с 2003 до 2011 год. Большое зеркало, 85 сантиметров размер. Само не только приемник излучения, но и зеркало само было положено в криостат. И криостат поддерживал температуру до 5 градусов Кельвина, то есть до 5 градусов от абсолютного нуля. Невероятно, так сказать, холодные. Вот. Телескоп, с помощью этого телескопа исследовались в основном далекие галактики, ну, хотя и межзвездные облака тоже. Вот я просто вам покажу одно из изображений, полученных телескопом Спицер. Да их много можно в интернете даже найти. Ну, тут не узнать, что это такое. На самом деле, это область созвездия Ориона. Ну, почти все созвездие здесь поместится. Вот самое яркое пятно внизу – это туманность Ориона. Петля Барнарда видеть сверху. Что здесь светится? Это светится межзвездная пыль. А вот отдельные яркие островки – это области, где медленно, они это сотни тысяч лет будет продолжаться, рождаются звезды. Звезды рождаются это не за 5 минут и не за 5 лет. Рождение звезд может занимать сотни тысяч лет. Вот. И здесь, когда звезда уже рождается, еще не образовалась как звезда, но уже стала источником тепла, то мы воспринимаем это в инфракрасном диапазоне. Вот эта область на небе, область туманности Ориона, созвездия Ориона, это область, настоящая фабрика рождения звезд. В инфракрасном диапазоне это все видно прекрасно. Вот еще одна фотография Спицера. Ну, это просто я показываю для красоты. Мне кажется, что не каждому художнику придет на ум, придет идея вот так вот красиво изобразить. То есть цвета, все цвета искусственные. Цветам не верьте, глаз не увидит этих цветов. Здесь цвета скорее характеризуют температуру излучения. Но это холмы, все эти. Это молекулярный газ, который воспринимается благодаря пыли, которая с ним смешана. Ну вот покажу еще одну, расскажу еще об одной обсерватории, которая довольно мало известна, но она мне очень по своим идее, конструкции, по поставленным задачам, мне она очень нравится. Это опять-таки американцы запустили космическую обсерваторию WISE, расшифровывается как Wide Field Infrared Survey Explorer, то есть исследователь, широкоугольный исследователь обзора, исследователь, который делает обзор неба в инфракрасном диапазоне. Как-то вот английский язык, он как-то более компактно здесь передает смысл. Какие задачи у него? Очень интересные. Он до сих пор работает, хотя запущен в 2009 году. Это считается, что до 2016 года может работать. Работа по ограниченной программе сейчас, конечно, уже потому что некоторые элементы уже, так сказать, вышли из строя. Основное – это поиск опасных астероидов, которые могут столкнуться с Землей. И поиск так называемой, знаете, такой планеты Немезида, которую, хотя выдумали не астрономы, но, так сказать, искали на полном серьезе. Вот я напомню, что была такая идея, не научная, конечно, но просто страшилка скорее, что вот есть там дальше, где-то за Нептуном, Плутоном, есть еще неоткрытая планета. Она может быть размером с Луну, а может быть с Землю, а может быть с Юпитер, никто не знает. И вот она периодически приближается, входит уже в планетную систему, своим гравитационным полем меняет траектории движения многочисленных астероидов, и тогда, так сказать, может на Землю, на другие планеты, так сказать, обрушиться, так сказать, астероидный дождь. То есть велика станет вероятность встречи с астероидами. А некоторые там утверждали, что вообще сама планета Немезида идет к Земле, что ее, так сказать, ее специально, так сказать, посылают, чтобы так сказать, погубить Землю или жизнь на Земле. И что вот периодические вымирания организмов, которые когда-то жили на Земле, животного мира,
были периоды, когда резко менялась флора и фауна Земли, что это связано вот с Немезидой, но найти ее почти невозможно, потому что она очень холодная, она не видна ни в какие телескопы. Вот Вайс ее искал. Искал очень добросовестно. Немезида не существует. Все, можно успокоиться. Правда, он нашел несколько более интересных вещей. Ну, значит, немножечко скажу еще об этом космическом аппарате. Телескоп с диаметром 40 сантиметров, такой среднего размера, небольшой. Спектральная область от ближнего до среднего диапазона 3,5, там 23 микрона. Каждые 11 секунд фотографирует данной области, меняет свою ориентацию, опять фотографирует, меняет, опять фотографирует. Значит, получено уже около 2 миллионов изображений. Потом они, конечно, компьютерно как-то обрабатываются, потому что иначе бы человеческой жизни не хватило бы, чтобы все это обработать. Ну вот, например, что было открыто? Ни много ни мало, 33 тысячи астероидов, 19 комет. И целый ряд рекордно холодных звезд с температурой совершенно неприличных для звезд, до 600 градусов. И плюс одну рекордно холодную не то звезду, не то планету. Неизвестно, как назвать. Если бы она была недалеко, я бы сказал, вот это и есть Немезида. Увидеть ее нельзя, поэтому то, что я покажу, это рисунок, вот это комета, это снимок Вайс сделан. Это рисунок художника, конечно. Вот обнаружено быстро движущееся тело, определено расстояние до него. Звезда это или планета? Температура звезды минус 20, минус 40 по Цельсию. Ну, ясно, для нас звезда это что-то очень яркое. Это скорее суперпланета. Ну, с характерной массой, там массу трудно определить, ну, порядка 10-15 масс Юпитера. Но уже по своим свойствам это можно так сказать, что это несостоявшаяся звезда. Вот если такая планета крутилась бы где-то рядом, то тогда это и действительно была бы та самая Немезида, которую все боялись. Но она очень далеко, она дальше Альфа Центавра. Хотя среди ближайших звезд все-таки находится. Расстояние до этого странного объекта 7 световых лет. Поэтому никакой опасности для Земли она не представляет. То просто интересно, впервые найдено что-то такое и не звезда, и не планета. Благодаря Вайс. Наконец, самый крупный космический телескоп, который вообще в истории был запущен, это телескоп Гершель. Диаметр зеркала очень солиден. 3,5 метра. Масса больше 3 тонн. Идет прием от 55 до 672 микрон. Это далекая инфракрасная область. Здесь это уже американцы здесь ведущую роль не играли. Это европейцы. Европейское космическое агентство. Запущен телескоп в мае 2009-го. Значит, аппаратура сдохла в 2013 году. Ну, просто перестала охлаждаться. Все. То есть количество задач уже резко снизилось, которые можно решать этим прибором. Вот как он выглядит. Это крупнейший телескоп на орбите. Вот фотография. Вот они, молекулярные облака, которые непосредственно, из которых непосредственно могут рождаться звезды. Это действительно, это излучение, до сих пор я показывал, говорил, вот молекулярные облака, там вот конская голова, это молекулярное облако. Но там мы наблюдали излучение пыли, которое просто сопутствует молекулярным облакам. А это излучение самих молекул. Это излучение молекул СО. Они всегда присутствуют в молекулярных облаках. Вот это та среда, из которой рождаются звезды в нашу эпоху. Ну, это совсем красивая картина, тоже цвета абсолютно условны, но здесь важно, что все детали, они не нарисованы, они сфотографированы. Это изображение тоже одного из молекулярных облаков. Видно, что газ находится в сложном движении, имеет разную плотность, разную температуру. Здесь цветовая палитра – это просто температурная палитра, не более того. Чем холоднее газ, тем он синее. Краснее, простите.
А вот еще один пример. Это одна из ближайших к нам галактик. Называется Большое Магелланово облако. Ну, вы знаете, что Магеллановые облака вообще были, они называются именем Магеллана, потому что европейцы узнали от них только после того, как вернулась в Европу экспедиция Магеллана, совершившая первое в истории кругосветное, так сказать, путешествие на кораблях. Они там были озадачены тем, что вот два облачка постоянно каждую ясную ночь видны на небе, причем они не перемещаются относительно звезд. Они, конечно, в то время люди даже не имели представления, что это такое за облака. Тогда, во времена Магеллана, все казалось проще. Никто не думал там о бесконечности. Ну, разве что такие, так сказать, люди, как Джордано Бруно. Так сказать, вот. Тогда все казалось бы маленьким. Там вот, тогда вся Вселенная казалась очень уютной. А ее цель была обслуживать человека. Вот да, Вселенная, даже само слово, это же церковно-славянское слово. Вселенная – это то место, куда Господь вселил людей. Поэтому, если вы знаете песню «Всю-то я Вселенную проехал», так это не про космонавтов. Вот. А сейчас оказалось, что вот там дальше далекие галактики видны. Мы сейчас их исследуем в разном диапазоне. Вот это Магелланово облако, это оптический снимок, это не инфракрасный. А я вам покажу то, что дал Гершель. Во! Есть ли что-нибудь похожее? Нет. Потому что на оптическом снимке выходят звезды, а в инфракрасном светящаяся пыль. И видно, что галактика, она и больше, и круглее, и какие-то темные пятна появляются в ней, это где нету газа и пыли. Это астрономы очень серьезно занимались исследованием этого объекта. Но это опять-таки, это другой разговор, это другая лекция. Вот. А вот в рамках проекта космоса была поставлена задача достичь как можно более слабых объектов. И вот эта вот область, исследуемая Гершелем, имеет на небе 2 квадратных градуса. Ну, 2 квадратных градуса, как можно сравнить? Вот Луна имеет площадь четверть квадратного градуса. Значит, 8 лун вот так вот на небе. Что это вот за эти пятнышки? Здесь ни одной звезды нету. Вот каждое маленькое пятнышко – это отдельная галактика. Это отдельная галактика, которая усыпана все небо. Для чего делался этот проект? Они потом наложили изображение в рентгеновском диапазоне. А у кого хватит терпения, тот дождется моей лекции про рентген. Я расскажу об этом. Наложили 2 изображения для того, чтобы понять, где есть совпадение. Дело в том, что рентгеновские источники нам выдают существование активного ядра в галактике. И надо было понять, как на разных расстояниях происходит активность ядер. Вот это вот та инфракрасная часть как раз выполнена Гершелем была. Ну, наконец, вместе с космическим аппаратом Гершель был запущен аппарат Планк с диаметром объектива поскромнее, 1,5 метра, но здесь до 1 сантиметра он принимал диапазон. То есть это более длинноволновый диапазон. В настоящее время он затухает, завершает свою работу, уже больше ничего не даст. Но в основном там космологические цели преследовались. Надо было понять, что происходит в области низких потоков инфракрасных. Вот как выглядит по Планку инфракрасное небо на длинных инфракрасных волнах. Здесь видны отдельные детали, вот здесь они расшифровываются. Большое Магелланово облако, а вот слева там 2 области. Это область Персеи и туманность Андромеды, вот в таких в овальчиках зеленых, синеньких. Вот. А вот там сверху квазар 3C273, это ядро далекой галактики. Там еще Центавр А, ближайшая к нам радиогалактика. Магеллановые облака хорошо видны. Но основная цель у Планка была другой. Это измерение слабых флуктуаций яркости фонового излучения, которое родилось так давно, что еще не существовало в природе ни звезд, ни галактик. Это так называемый реликтовый фон. Реликтовое излучение. Вот эти вот отдельные темные и рыжеватые пятнышки, это просто перепады
перепады яркости. Но они очень сильно контрастированы. На самом деле самые светлые и самые темные отличаются на 1/100-тысячную долю от своей величины. То есть это очень сильно контрастированные неоднородности фона. Мы здесь принимаем инфракрасное излучение, которое пришло к нам с таких больших расстояний, что это соответствует очень большому запаздыванию по времени. Ведь свет имеет конечную скорость. И эти фотоны, которые к нам пришли, они родились в горячем газе тогда, когда в природе еще не было никаких звезд, никаких галактик. Была та среда, из которой потом все это сформировалось. Но поскольку не совсем еще ясно, как это все шло формирование, тут ключевым вопросом было исследование тех неоднородностей, тех зародышей будущих структур. Вот это очень важно, чтобы Планк позволил уточнить космологическую модель, описывающую рождение галактик в расширяющейся Вселенной. Значит, сами галактики излучают не звезды, хотя мы знаем, что галактики – это звездные системы, а излучает пыль, который смешан с газом, так же, как в нашем Млечном Пути. Я просто хочу показать вам несколько очень любопытных фотографий, показывающих, как сильно меняется вид галактики, если сравнивать оптику и инфракрасную картинку. Этот объект всем известен. Это туманность Андромеды. Самый далекий объект на небе, который человек может увидеть невооруженным глазом, не прибегая к телескопу. Просто вышел на небо, протер глаза. Если глаза хорошие или отличные, увидит, как слабое пятнышко, многие, наверное, видели сами. Все, ничего более далекого человек не может увидеть. Вот с помощью маленького телескопа можно увидеть пару квазаров. Это действительно во много-много раз дальше. А глазом только до туманности Андромеды дотягивается. Это оптика. А вот тот же объект в инфракрасном диапазоне. Здесь почему видна структура? Вот кольца. Это области более горячей пыли, которая нагревается молодыми звездами. То есть мы таким образом видим, где идет образование звезд. Конечно, если звезды не образуются, то свечение тоже есть, но оно более притушенное, более слабое. Там просто светится пыль, которая просто поглощает свет всех звезд подряд. Молодых, старых, это не важно. А вот в центре, видите, более такую темную область. Там мало газа и звезд мало образуется. Другая галактика, имеющая свое название Сомбреро, это звездный диск. Газопылевая среда здесь видна, как вот такая окоемочка. И вот такое сферическое звездное свечение, которое связано с бесчисленным количеством звезд, называется звездное гало или балдж. Балдж по-английски значит вздутие, вот как будто бы в центре что-то вздулось. Это оптическая фотография, а это же самая галактики фотография в том же масштабе. На длине волны 8 микрон. Кстати, 8 микрон в основном излучает те же полиароматичные углеводороды. Ну, вы здесь видите, что свечение звезд исчезло, а светится только межзвездная среда. Другая галактика, это ближайшая к нам радиогалактика Центавр-А. Результат столкновения двух галактик. Когда-то столкнулись. Сейчас очень хитрая форма этого объекта. Она на самом деле вытянута не вдоль вот этого пылевого диска, а перпендикулярно ему. Но это оптическая фотография. Галактика с активным ядром. Радио излучает. То есть потоки радиоволн оттуда идут. Вот. А вот оптическая инфракрасная фотография. Видите, мы здесь как бы отсеиваемся от звезд и смотрим, что осталось. А осталась межзвездная пыль, нагреваемая светом звезд, а в центре еще активным ядром. Ну вот сейчас самый мощный комплекс аппаратуры, комплекс антенн для приема излучения в длинном инфракрасном диапазоне, он называется субмиллиметровый диапазон, это обсерватория Альма. 66 антенн, которые работают синхронно, как одна единая антенна. Но они распределены по большой площади, и это позволяет воссоздать такую резкую картину, которую можно было бы получить только со сверхбольшой антенной, охватывающей все эти.
Вот. Это уникальный и очень дорогостоящий эксперимент, который делался много лет. Сейчас он начал работать уже. Значит, расположен он в пустыне Атакама, в Чили. Высота над уровнем моря 5 километров. К тому же это самое безводное место на Земле. Америка. Это очень, значит, это Соединенные Штаты Америки, хотя там некоторые, так сказать, спонсоры были с участием, некоторым с участием уже второстепенным других стран. Сама пустыня находится в Чили. Так вот, для чего это делается? Чтобы заменить дорогостоящие космические аппараты. Вот с таким количеством антенн в обезвоженной атмосфере, а вода очень сильно поглощает в инфракрасном диапазоне. Вода вообще сильно поглощает в диапазоне инфракрасном, сантиметровом диапазоне. Вспомните, вот, это, микроволновые печи у каждого есть дома, да? Железо туда лучше не сувать, а нагревается. Какие-то есть тарелки, которые не нагреваются, а есть тарелки, которые нагреваются. Есть предметы, которые не нагреваются, которые нагреваются. В чем разница? Нагревается то, что содержит воду. Потому что там такие длинные волны излучения, которые поглощаются водой. Это уже не инфракрасные, это уже, так сказать, СВЧ, высокие частоты. Но инфракрасное то же самое. Если атмосфера обезвожена, а тут дождей вообще никогда не бывает, то тогда инфракрасное излучение меньше поглощается. И сейчас это, так сказать, вот как раз ведущие эксперименты, которые невозможно повторить даже в космосе идут, поскольку суммарная площадь собирающей поверхности такая, что и не снилось никакому орбитальному телескопу. Это очень, так сказать, дорогостоящий эксперимент, но, так сказать, он сейчас как раз работает. Вот эта фотография, ну, здесь, конечно, это коллаж, Млечный Путь, я думаю, отдельно сфотографирован, а вот антенны в рабочем состоянии, они именно вот так и выглядят. Ну вот, что я хочу сказать, что, к сожалению, Россия упорно отказывается от участия в международных экспериментах. Здесь, в создании комплексов радиоантенн большой протяженности тоже нет. В создании Черенковского телескопа, состоящего из десятков антенн. Там десятки стран, там и Словения, и Индия, и Польша, и европейские страны. России нет. У России нет на это денег. Сейчас американцы пытаются сделать, так сказать, новый шаг вперед и готовятся к запуску. Запуск будет, по-видимому, в 2018 году. Инфракрасного телескопа рекордно большого размера, 6 метров. Вот больше телескопов не буду запускать, таких как Хаббловский телескоп. Телескоп Хаббловский в основном был рассчитан на оптическую область спектра. Он был запущен давно, с тех пор техника сделала рывок, и на Земле научились исключать искажающее влияние атмосферы и получать фотографии практически такой же резкости, как у Хаббловского телескопа. Поэтому больше в космос не будут запускать оптических телескопов, а будут запускать только телескопы, которые принимают излучение, просто не проходящее через атмосферу. И вот самый большой проект, на который все рассчитывают, он будет содержать 4 канала. От 0,6 микрон, это то, что видит глаз, это фактически желтый свет, 0,6 микрона, до 28 микрон, это уже средний инфракрасный диапазон. Вот он выглядит будет так. 6 метров сама чаша, она будет расправляться в космосе, запустить в таком виде невозможно, сами понимаете. Никаких тубусов не будет. А вот то, что похоже на листы книжки, это многослойные экраны, которые гасят нагрев неизбежный, потому что все равно Солнце как-то в космосе не закроешь ничем. Вот, чтобы защитить от излучения Солнца сам инфракрасный телескоп. Вот так на картинке не чувствуется масштабов. Но вот сейчас вот готов его макет, вот он сфотографирован с людьми, которые работают над этим. Вот такая махина будет летать на орбите. Ясно, что технически это очень сложная задача. В ракету вот в таком виде расправленном не запихнешь. Это надо, чтобы все раскрывалось в космосе. Причем точность должна быть очень большой.
Значит, это где-то в 2018 году, если не будет никакого кризиса. И вот 4 самых важных научные проблемы, которые ставит этот телескоп, это открыть, наконец-то, первые источники света, которые в природе возникли, когда еще не было галактик. Но они возникли, и о том, что они возникли, мы знаем, что, начиная с какого-то расстояния, газ стал ионизованным. Вот, то есть вот источники ионизации неизвестны. То есть в природе возникли какие-то объекты очень мощным излучением, которых сейчас не существует, которые ионизовали окружающий газ. Разные есть предположения, суперзвезды, там какие-то активные ядра, которых уже сейчас нет, след простыл, но они настолько далеко находятся, что их рассмотреть невозможно. Вот первые источники света, вот одна из задач этого телескопа. Рождение первых галактик, как они формируются, это процесс. Формирование протозвезд и протопланетных дисков, это уже в нашей галактике, конечно. И тоже, то, что для многих это интересно, это поиски планетных систем, потенциально пригодных для жизни. Теперь хочу сказать немножечко о российском эксперименте. Он тоже готовится. Называется он проект «Миллиметрон». Запуск планируется сейчас, в 2018 году, а до этого планировался в 2015, до этого еще раньше. То есть каждый год отодвигается запуск. Но сейчас я немножечко, конечно, может быть, утрирую. Конечно, сейчас идет проработка задач этого телескопа. Запуск, не знаю, когда он будет запущен, планируется в 2018-м, но может быть там и позже. Раньше вряд ли. Просто еще многое даже из аппаратуры, так сказать, не доведено до такого состояния, чтобы можно было запускать на орбиту. Работа идет, и работа уже идет довольно много лет. Я, наверное, оговорился, говоря, что там в 2014-м там никакого запуска не предвиделось, но работа над этим телескопом идет. Когда будет запуск, неизвестно. Он будет раскладываться как зонтик на орбите. Диаметр телескопа 10 метров. И выигрыш за счет невероятно низкой температуры и самой антенны, и приемника излучения. Вот по существующим оценкам он в несколько десятков раз более чувствителен будет, чем орбитальные телескопы Гершель и Планк, о которых я рассказывал до сих пор. То есть, если мы не очень сильно затянем с запуском, то можно, так сказать, первыми увидеть то, что еще никто не видел. Вот, сейчас обсуждаются научные задачи. Но если запуска будет опять затяжка, то появятся на орбите аналогичные аппараты других стран, и опять уже, так сказать, ценность эксперимента окажется не столь высоким. Значит, головной организацией научной этого проекта является, так сказать, Астрокосмический центр Физического института Академии наук в Москве. Ну, а сам аппарат будет готовиться на предприятие, которое известно под названием Лавочкино. Многим это известно. Значит, подводя итог, какие возможности открывает инфракрасное наблюдение? Они позволяют исследовать собственное излучение планет и их атмосфер, наблюдать инфракрасные и холодные звезды, увидеть процесс самого зарождения звезд, исследовать собственное излучение молекул и холодной пыли в межзвездном пространстве в наших и других галактиках, исследовать далекие галактики с большим красным смещением на стадии их формирования. Вот почему в красной астрономии можно ожидать прорывных результатов. Ну так, можно свет, и я с удовольствием отвечу на вопросы, если не появятся. Пожалуйста, да. Только говорите так, чтобы все слышали. Скажите, пожалуйста, существует ли свет далекий инфракрасный луч? Или близкий, или средний, или далекий? А вот за далеким диапазоном, а далекие инфракрасные условно кончаются на 1 миллиметре, идут миллиметровые волны. Это называется миллиметровый диапазон. Потом за миллиметровым пойдет сантиметровый, за сантиметровый метровый, за метровым десятиметровый. То есть никакой границы здесь нет. Как вы думаете, что может дать открыть предположение самых миллиметровых, трехметровых и так далее? Да уже дает, потому что это они наблюдаются
космические объекты в этом диапазоне. Самые, пожалуй, здесь яркие и любопытные объекты — это активные ядра галактик. Вот, я об этом хочу потом поподробнее рассказать на одной из лекций вот нашего маленького, так сказать, цикла. Спасибо вам за замечательный ответ. Вот как у меня вопрос. Где-то тут вот недавно промелькнуло сообщение, что американские астрономы обнаружили, что большое и малое Магелланово облако — это не наши низкой группы, а наши случайные попытки. Они как бы пролетают мимо, находясь в настоящий момент достаточно близко от нас, а потом улетят и не будут с нами связываться. Ну, я думаю, что здесь некоторые недоразумения. Не то, что они между собой случайные попутчики, а в местной группе у них слишком маленькая скорость, чтобы они могли прилететь издалека. Если бы они падали издалека, они бы разогнались до более высокой скорости. То есть, споры о том, составляют ли они такую гравитационно связанную систему или просто встретились случайно, это действительно вот такие обсуждения идут. Так что возможны оба варианта, хотя я думаю, что, скорее всего, они все-таки образуют пару на стадии рассыпания, поскольку приливные силы со стороны нашей галактики уже активно потрепали эти две звездные системы. И вот в радиодиапазоне радиоастрономы обнаружили, что от Магеллановых облаков в сторону нашей галактики тянется целая водородная река. Гигантский поток водорода, который на небе имеет длину градусов 90-100. Вот такой. И это газ, который оторван от этой системы, и он сейчас дождем падает на нашу галактику. Вот такая вот вещь. Конечно. За счет чего происходит для космических телескопов такое сверхохлаждение? Охлаждение? Ну, в основном это жидкий гелий. Жидкий гелий. Вот, который, то есть сложно технически сделать, чтобы это охлаждение захватывало бы и антенну, и приемник излучения. Но физики, экспериментаторы в лабораторных условиях уже создали достаточно совершенные схемы, позволяющие охлаждать предметы до сверхнизких температур. Ну, вспомните, например, сверхпроводимость, как была открыта, да, вот это все-таки это вот жидкий гелий. Это вдруг совершенно новые свойства вещества. Вот уже мы здесь пользуемся тем, что дает лабораторная физика. Она позволяет охладить жидкость, это жидкий гелий, до невероятно низких температур, и если эта жидкость циркулирует как-то и не выливается, несмотря на то, что это, может быть, там, что она не может быть настолько такой сверхпроводящей, чтобы выливался. Вот. И это технически очень сложно сделать, но это делается. Поэтому здесь, вот, конечно, все это требует расхода. Не столько энергии, сколько вот этого реагента. Поэтому потихонечку гелий испаряется. Потихонечку его запасы тают. И когда уже гелия остается мало, уже температура низкая поддерживаться не может, ну и уже инфракрасный телескоп уже перестает быть инфракрасным телескопом. Он выходит из строя из-за того, что заканчивается гелий? Да, чаще всего так. Да, да. Куда его не привести, добавить? Можно, конечно, но как это сделать? Чем? Нету таких средств. Вот пока еще ремонт на орбите осуществлялся только Хаббловского телескопа. Но это очень дорогостоящее мероприятие. Очень дорогостоящее. Надо ведь иметь в виду, что запуск космического телескопа в рабочем состоянии на орбиту стоит миллиарды долларов. За эти деньги можно построить 100 или 200 телескопов на Земле со всей инфраструктурой. Такого же размера телескоп. Поэтому здесь именно стоимость вот этих ремонтных работ ограничивает их выполнение. Зачем добавлять? Можно сделать второй и запустить. Может, это будет дешевле. Нельзя поставить телескоп на МКС?
МКС – это не лучшее место, где строить телескоп. Просто там же все трясется, когда люди ходят. И сам он поворачивается все время. Вот. Хорошее место было бы на Луне. Но на Луне уже работала обсерватория. Это был такой полет американских космонавтов «Аполлон-16». Вот они сделали маленькую обсерваторию на Луне, затащили туда телескоп. Телескоп в ультрафиолете работал. Вот. Открыли геокорону вокруг Земли, светящуюся. Там, получили прекрасные снимки галактик этим телескопом. На Луне можно делать обсерваторию. Но с технической точки зрения это не обязательно лететь на Луну. Ну, запустить просто вокруг Земли. Поставить гироскопы, которые бы удерживали направление, на которое телескоп работает. И без участия человека, непосредственного участия с Земли, можно управлять космическими аппаратами. Поэтому, в принципе, Луна не очень нужна. В космосе же крайне низкая температура. Так вот, может ли именно эта самая температура в космосе пригодна для охлаждения телескопа? В космосе нет никакой температуры, потому что в космосе температура бывает только у каких-то тел. И если у вас в космосе есть два тела, одно белое, другое черное, у них будет сильно отличаться температура. Поэтому в космосе это не холодильник. Вот. Чтобы получить в космосе у тела низкую температуру, достаточно просто загородить его от источников тепла. Тогда будет низкая. Вот что и делается. Вот эти вот экраны, которые вы видели нарисованы, да и у телескопа Гершель, вот у телескопа Джеймс Вебб, который будет запущен, эти экраны как раз и выполняют эту задачу. Отсеките источники энергии, и вы на какое-то время получите низкую температуру. Но нельзя сделать температуру в никаких тел, как ни отсекай, ниже 3 градусов Кельвина, потому что это температура реликтового фона. Рано или поздно до 3 Кельвинов он нагреет. А в инфракрасном диапазоне что-то интересного на нашей Земле видно, если из космоса смотреть на нашу планету? В инфракрасном диапазоне видно очень многое. Вот. И прежде всего это используется для чисто практических нужд, для того, чтобы определять разные области растительности на Земле, поскольку каждая из них по-своему видна в инфракрасном диапазоне. Но для этого нужна так называемая многозональная съемка. Можно делать все, что угодно. Можно просто определять, где посевы. Можно определять, сколько там разным видом культур засеяно земли. Можно даже определять степень зрелости или всхожести этих посевов. Можно искать из космоса в инфракрасном диапазоне области, где засеянные коноплей, например. Вот. Ну, в общем, очень много работ можно сделать в инфракрасном. Это ближний, да. В среднем диапазоне и дальнем диапазоне вы видите тепловое излучение. Земля очень яркий источник. Вот сама Земля, сама планета, у нее максимум излучения приходится на область где-то около 10 микрон. Она очень яркая. Поэтому все зависит. С помощью вот этого можно мерить температуру. Вот, скажем, инфракрасные камеры стоят на тех космических аппаратах, которые фотографируют облачный покров и следят за изменением температуры в большом масштабе на Земле. Эти данные используются для прогноза погоды. Так что инфракрасная область нашла себе применение не только в астрономии. А вот вы упоминали, что речь зашла про микроволновые печи, да, а вот существуют ли микроволновки, скажем так, в космосе, которые вот именно спектр излучения где-то примерно... Который бы что-то грел. Да, существует. Нет, воды в космосе очень мало. Но вот это жесткое, вернее, это коротковолновое высокочастотное излучение, оно присутствует. Оно имеет не тепловую природу, наблюдается. Есть разные механизмы ее создания. Это в окрестностях, например, пульсаров. Вот. А это источник нагрева. Но греет не воду, а просто, вообще говоря, всю среду подряд. Воды в космосе есть, она обнаружена, но все-таки ее не очень много. Скажите, а Земля в каком диапазоне больше всего излучает?
Больше всего Земля излучается в диапазоне несколько микрон. Ну, там, так сказать, от 5 до там, 15 микронов, вот это вот, максимум около 10. То есть вот это как раз, ну, естественно, льды Антарктиды, они излучают в более длинноволновом диапазоне, потому что они холодные. Пустыня Сахара в более коротковолновом диапазоне. Но все это светится, и это свечение очень хорошо регистрируется инфракрасными камерами. А вот эти фотографии, которые делают космические аппараты, они общедоступны? Эти фотографии, вот все фотографии, которые я показывал, мне не по блату их дали, а просто я их скачал из интернета. Там вот каждые 11 секунд фотографии, что... А, вы имеете в виду вот эти научные? Да. Нет, они не всегда доступны. Вообще говоря, астрономия отличается открытостью. И вот многие изображения, которые получаются, и спектры разных космических объектов, они делаются по чему-то проекту. Дается некий срок, когда они открыты только для участников этого проекта. Они, как говорится, снимают сливки. Обычно этот срок бывает 1-2 года, после чего данные в общее пользование. Вот. Поэтому, если это не самые-самые свежие, то можно их найти. Антон Владимирович, а можно ли ожидать, что будет какое-нибудь открытие космического чуда, которое бы свидетельствовало о присутствии другой цивилизации именно вот в этих лабораториях? Ну, вы знаете, вот было такое понятие давно уже, как сфера Дайсона. Вот, что если цивилизация уж очень развита, то она для того, чтобы полностью использовать энергию той звезды, вокруг которой вращаются обитаемые планеты, они должны как-то со всех сторон эту звезду обложить чем-то непрозрачным. Вот, и тогда уже, так сказать, в этой атмосфере, так сказать, качать энергию звезды полностью. Ну, тогда такая сфера никуда не денешься. Она будет очень яркой в инфракрасном диапазоне. И даже были такие идеи, а давайте поищем вот эти сферы Дайсона, может, они на самом деле существуют. Вот. И в инфракрасном диапазоне, естественно, начали перебирать источники, но, в общем-то, никаких чудес не нашли. Вот. Нашли очень много холодных звезд. Ну, вот рекорды, то, что я вам показывал, это вообще чудо. Это не звезда, это планета скорее. Но звезды с температурой там меньше 1000 градусов там. Это они известны, были найдены таким способом. Чудо не нашли, но есть некоторые, так сказать, вещи достаточно, так сказать, ну, которые не очень хорошо объясненные. Вот. Это, например, инфракрасные источники, которые не подлежат отождествлению. Мы не знаем, что это такое. Это редко, но можно найти такие источники. Вот. То есть можно предположить разное, не обязательно ссылаться на чудо, но, по крайней мере, так сказать, область нашего незнания здесь достаточно велика. Поэтому, если верите в чудо, то оно никуда не ушло. Оно где-то нас поджидает. Ну, конечно. Большое за интересный. Пожалуйста. Можно ли красное излучение использовать для определения происхождения Вселенной и способа дальнейшего ее развития и черной материи? Не только можно, но и нужно, и это делается. Я уже рассказывал о космическом аппарате Планка, который как раз с этой целью был запущен. Дело в том, что есть такое понятие, как красное смещение, далекие все объекты имеют красное смещение, и все, скажем, так сказать, звезды, галактики, которые существовали очень давно и видны на больших расстояниях, у них все излучение смещено в красную сторону. То есть то, что мы видим в обычном свете вблизи, становится инфракрасным. Поэтому инфракрасные телескопы, они как раз ставят задачи, вот прежде всего, наблюдения объектов с большим красным смещением. Даже вот фоновое реликтовое излучение, которое я упоминал, это фактически тоже сдвинутое в инфракрасную область свечение в оптической области. Вот. Оно когда-то было как в оптическом диапазоне, а потом сместилось. Красное смещение у него примерно 1000. То есть в 1000 раз увеличилась длина волны за то время, пока эти волны проходили эту гигантскую пропасть расстояния между источниками и нами. Если что?
есть предположение. Вы имеете в виду эксперимент по поляризации электроизлучения? Да. А с помощью факов, получается, Нет, поляризация была найдена с помощью тоже инфракрасных телескопов, ну, фактически это коротковолновых телескопов, я бы так сказал, которые расположены вблизи Южного полюса мира, Южного полюса Земли. Вот. Это эксперименты, которые должны были, так сказать, понять поляризованный вот фон реликтовый или нет. Потому что поляризацию связывают с конкретной теорией инфляции, которая предсказывает существование первичных гравитационных волн, а они как раз могут быть ответственны за поляризацию. Если их нет, то и поляризации нет. Вроде бы нашли поляризацию и обрадовались, но появились скептики, которые говорят, что рано радуетесь. Поляризация могла произойти по дороге к нам. Надо дальше наблюдать. с помощью чего они дальше Ну, это значит в разных направлениях, так сказать, с использованием более чувствительной аппаратуры, то есть в том же работать над теми же проблемами, но только, так сказать, с более совершенной аппаратурой. Это задача будущего. А почему на Южной полюсе поставили телескопы? Опять-таки по той же самой причине. Там температура настолько низкая, что вымерзают водяные пары. Вот именно этого и добивались. У меня такой еще вопрос. Вы упоминали вот про неясный объект, который к нам движется, да, с небольшой температурой. А вот какова его температура по отношению к наблюдаемой температуре поверхности наших газовых гигантов? По отношению к поверхности чего? Ну, Сатурна. Ну, Сатурна там минус 100 градусов, да, там минус 150 градусов. Здесь, конечно, потеплее. Но все-таки, то есть источники тепла у него какие-то есть, иначе бы он остыл совсем там до минус 200. Источники тепла есть. Но ведь вы, может быть, знаете, что все большие планеты, особенно Юпитер, Сатурн, имеют свои источники тепла. Они светят в инфракрасном диапазоне. Они излучают больше энергии, чем получают от Солнца. Потому что у них, это было тоже, это одно из любопытных открытий. Считалось, что вот планеты светятся отраженным светом. Свет может, конечно, нагревать их, тогда равновесие получается. Они сколько поглощают, столько отдают в инфракрасном диапазоне. Оказалось, что планеты, они очень щедрые. Они отдают больше, чем получают. Вот, то есть у них есть собственные источники тепла, о природе которой еще идут разговоры, что, считается, что это медленное поджатие там, за счет гравитационной энергии. Но факт есть факт. Факт есть факт, что там есть свои источники тепла, и поэтому неудивительно, что они вот на той полупланете, полузвезде тоже имеются, о которой я рассказывал. А насколько суперквет можно исследовать при вот телескоп? Все ведь зависит от источника. Все ведь зависит от источника. Были бы объекты, в принципе, ограничений здесь нету никаких. То есть вплоть до тех расстояний, когда уже, так сказать, источников нету. Вот. Это расстояние, так сказать, порядка там, 13 миллиардов световых лет. Яркие источники будут видны. Ну, а чем источник слабее, тем ближе тот предел расстояния, до которого можно его увидеть. Скажите, а Луна тоже излучает, да? Еще как. Более того, Луна излучает, Луна и отражает свет, Луна излучает в инфракрасном диапазоне, и поскольку поверхность Луны оказывается температурно неоднородной, там есть более горячие точки, иногда связанные с кратерами. И вот поэтому в инфракрасном диапазоне более горячее означает более яркое. Поэтому картинка Луны в инфракрасном диапазоне отражает распределение температур и сильно может отличаться от той привычной карты Луны, к которой мы привыкли. Вот я слышал, там последние исследования на Луне там обнаружили какой-то выход газа с поверхности.
Соответственно, не видно ли это очень хорошо? Вот я не знаю, наблюдается ли это в инфракрасном диапазоне. Если это термальная вещь, то наблюдается. Но я об этом не читал, честно говоря, чтобы был термальный выход. А вот на Венере вроде как бы обнаружены термальные точки. Вот как раз в этом диапазоне, в котором облака Венеры прозрачные. Ну вот. На следующей лекции. лекцию. Следите за информацией на нашей сайте. Огромная благодарность, как всегда, блестящая лекция. И по ряду, и по степени доступности, яркости изложения. Ну, Антон Владимирович, наверное, у нас в этом смысле чемпион. И хочу, как всегда, поблагодарить аудиторию за прекрасные, умные, интересные вопросы, что всегда отражает уровень. Да? Не только то, что лектор говорит, но и то, какие вопросы задает аудитория. Поэтому спасибо вам большое и до новых встреч.